Редкий момент, когда с этой стороны горы полный штиль. На самом деле такие моменты здесь на вес золота, потому что можно спокойно наслаждаться видами прямо на улице. Это затишье продлится недолго. В скором времени сюда налетят ветра, а затем придут и крепкие морозы. Они будут стараться опустить столбик термометра к минус 40 градусам. Такие холода здесь не редкость и нас не пугают, но без должной подготовки они могут быть опасны для здоровья, и при стечении определенных обстоятельств могут наступить куда более серьезные последствия. А потому жизнь в этом доме, единственном на десятки километров тайги, не представляется без жаркой печки. Чаще всего в избах ставят печи с прямым дымоходом. Как минимум, это позволяет экономить время на монтаже, а в плохую погоду это не так уж и маловажно. Куда более значимое преимущество в том, что прямоточный дымоход при необходимости можно легко очистить от сажи. Сняв обшивку и убрав утеплитель, освободили место под проходной узел. А пройдя крышу насквозь саморезами, наметили углы, по которым будет сделана разметка для отверстия. Остается только откопать саморезы из-под снега. Несмотря на обильные снегопады, снега на крыше не так уж и много. Он сдувается ветром. Откопать первую метку удалось быстро. Сейчас главное не торопиться, в спешке можно повредить кровельный материал там, где это не нужно, а в разгар зимы это крайне нежелательно. Показался второй саморез, затем третий и четвертый. Сразу брать в руки бензопилу не лучшее решение, а каменную посыпку, которая используется при производстве мягкой черепицы, цепь моментально тупится. И чтобы добраться до деревянной подложки кровли, сперва мягкую черепицу по контуру проходного узла я прорезаю топором. Это позволяет аккуратно ее снять с ОСБ листа. Аж в 3 слоя лежит. Отверстие 400 на 400 мм. Оно чуть больше размера короба. Размер экрана полностью перекрывает отверстие изнутри, как и должно быть. Проходной узел фиксируется к потолку саморезами именно через экран. Сейчас мы устанавливаем его пустым и только для того, чтобы понять, как наилучшим образом поставить печь и под каким углом. Печка со стеклянной дверцей и варочной поверхностью будет стоять рядом со входом. Это самое оптимальное расположение в избушке. При открытии входной двери жар от печки отсекает холодный воздух с улицы, сохраняя тепло внутри. Печь-камин с вертикальной топкой занимает совсем немного места. Она компактно встала в углу, а первым звеном в дымоходной цепи станет шиберная заглушка. Она используется для регулировки тяги, а также в качестве заслонки для предотвращения оттока теплого воздуха через дымоход после прогорания дров. После примерки по внешнему периметру проходного узла укладывается каолиновая вата. Она выдерживает температуру без ухудшения своих свойств до 1000 градусов. В домах рекомендуется укладывать именно вторым слоем. Если ей обернуть трубу, то в этом месте дымоход будет перегреваться, что крайне негативно отразится на нем. Проходной узел установлен на свое место. Через него проходит первая метровая сэндвич-труба. Соединение первой трубы со второй как раз приходится на узел. Дымоход, выполненный из сэндвич-трубы как внутри, так и снаружи дома, более безопасен. Такая конфигурация позволяет предотвратить появление сажевого конденсата, который разрушает трубы изнутри за счет кислот в своем составе, и к тому же является частой причиной пожаров. Первым, ближним слоем к трубе, плотно укладываю базальтовую вату по всей высоте короба. Весь дымоход будет состоять из 3 частей: 2-метровый сэндвич трубы и шибер.
Такой высоты дымохода для этой избушки будет вполне достаточно, поскольку верхняя часть с хорошим запасом возвышается над коньком крыши, что является одним из основных условий для обеспечения наилучшей тяги. Ну, вот кажется и готово. Шибер работает исправно, значит можно делать первый розжиг. Охапка сосновой щепы да лоскут бересты, и печь загудит. Ее тепло начнет расходиться по дому равномерными, спокойными волнами, подобно дыханию. В холодных горах затеплится и загудит жизнь одной маленькой избушки. Для меня горы – это самое потрясающее произведение природы. Ничто меня не пленяет так, как их могучий и величавый вид. Как только оказываюсь в мире этих бесстрастных великанов, так меня охватывает необыкновенное волнение, особенно в предрассветные минуты. Здесь далеко не самые высокие горы, в которых я бывал, но красота их ничуть не уступает каменному великану Эльбрусу или Домбай-Ульгян. Эти места красивы по-своему, особенно когда построил здесь избушку своими руками. Печь запела ровно, и чем сильнее становится жар в ее чреве, тем чище и выше звучит ее песнь. Остается закрепить обшивку на потолке, это дело нескольких саморезов. Над долиной нависли тяжелые серые тучи. Порывы ветра становятся сильней, а минуты затишья между ними все короче. Снегопад усиливается, из-за чего воздух становится более плотным. Но когда в отражении окна теплится огонек печурки, это не так уж и важно. Поздней осенью со мной здесь приключилась история. У меня сломался квадроцикл из-за наледи, из-за того, что погода была то плюс, то минус. И поначалу намерз снег на колесо, на диск тормозной, на все. А потом это все к вечеру застыло, стало одним большим куском льда, и колесо просто не проворачивалось. Я кипятил чайник несколько раз, по-моему, 3. Он 5-литровый, то есть 15 литров воды у меня ушло на то, чтобы оттаять колесо, чтобы лед сошел. Но по окончанию всего этого выяснилось, что у меня сломана рулевая тяга, поэтому, в принципе, я уехать не смог, но чайник у меня тогда остался здесь. Я не помню точное место, где я оставлял чайник. Я помню, что береза, либо вот эта береза, либо вон та береза. Возле той пооткапывал немного, не нашел. Но я лопатой протыкаю снег, типа как щупом. И сейчас здесь также постучал по снегу, проткнул его и как будто бы наткнулся. В тот осенний вечер мне на подмогу приехали Алексей, Сергей и Геннадий. Кажется, он. Технику мы вывезли буксиром на болотоходе, и неисправную деталь заменили уже на базе. А про чайник я и забыл, он так и остался под деревом. Найти его сегодня будет весьма кстати. Да, нашлась пропажа. Сегодня я останусь здесь ночевать. Преподнесет ли погода сюрприз, станет известно совсем скоро. Но как бы там ни было, надеюсь, что горячая кружка чая меня согреет. Да к тому же, через пару часов должен прибыть Гена. Сегодня утром он уехал пополнить кормушки и солонцы зверей. На такие станции завозят люцерну и соль. Это помогает животным легче пережить зиму. Уже этой ночью полакомиться вкусным растением придут лоси и косули. Еще косули часто приходят на поля, где осенью растет рапс. Его остатки они находят даже под снегом. На этом поле они бывают почти каждый день и чувствуют себя уже как дома. Избушка стоит на горе, и до нее долетают звуки, источники которых могут находиться за сотни метров. Как показало наблюдение, звук работающего четырехтактного двигателя снегохода слышен более чем за 700 метров. Я услышал его минут 5 назад, а это значит, что Гена вот-вот должен появиться. Пора ставить чайник. Привет. Привет. Я вообще только чайник поставил, как раз вовремя. Че я? Далеко не доехал? 260 метров, я кричал тебя. Я не слышал. Ты там... Я вот под бугром вот под этим был.
Вчера говорили. Да. Так а я видел, вот до меня 260 метров. Тебе только в него заехать и И все. вот я был тут был уже. Да. Сегодня чаепитие было недолгим. Геннадий поехал дальше наполнять кормушки, а я готовлюсь к ночевке. Чурбаки, которые остались после того, как был сделан дверной проем, пойдут на дрова. А значит, одной задачи на сегодня уже меньше. Жизнь в избушке предполагает собой спокойное течение времени, но бездействие никогда. Работы найдется здесь на каждый день, но для меня это своего рода отдых. Недаром же говорят, что лучший отдых – это смена деятельности. Чтобы не изматывать себя одной и той же работой дважды, волокуши привязываю к дереву, дабы они случайно не укатились вниз. Фронтоны избушки пока закрыты лишь ветрозащитной тканью. Дело в том, что я не хочу делать их глухими. По задумке там должны стоять окна. Это позволит максимально эффективно использовать дневной свет, особенно в летнее время. К тому же, разместив под прогонной балкой возле фронтона всего один фонарь, он будет освещать избушку внутри и место перед входом, где я сейчас убираю снег. Окладной венец лежит на камнях. В уровень с его нижним краем прикручены лаги пола. Уже к ним были прикручены доски чернового пола. Между этими досками и следующим венцом после окладного образовался проем, что вполне допустимо в конструктиве такого сруба. Этот проем я сейчас закладываю утеплителем. При укладке ветрозащиты и пароизоляции, когда делал основной пол в избушке, я оставил припуски этих материалов, чтобы закрыть утеплитель в этом проеме. А теперь закрою и сам проем доской, чтобы туда не задувал ветер и не попадал снег. Окладной венец, как и вся конструкция пола, ни в одном месте не касаются земли. Весной их точно не замочит талой водой. Главное не допустить, чтобы снег попал туда с ветром. А попасть туда он может только в одном месте – здесь. Но и здесь я перекрою ему сейчас доступ. За долгое время, проведенное в лесу, я общался со многими охотниками и любителями природы, которые бороздят леса и горы, получая от этого несказанное удовольствие. В рассказах и тех, и других часто упоминались избушки, и почти у каждой было имя собственное. Имя давалось и закреплялось за избой на основании разных обстоятельств, от места, где она стоит, по фамилии хозяина, имея в виду того, кто построил ее, по названию расположенной рядом горы или протекающего ручья, и даже зверя, который мог жить неподалеку. Друзья, а если бы эту избушку нашли вы, какое название дали бы ей? Мне показалась интересная идея разместить дощечку с названием избы рядом со входом. Но нужно, чтобы вы предложили ваши идеи в комментариях, так что пишите, мы будем только рады вашей помощи. В продолжении подготовки к первой ночи на стену за печкой обязательно устанавливаю защитный огнеупорный лист. На дверь установлена запирающая щеколда. Остается закрепить проушину, и я буду под надежной защитой. Люди в эти края редко заходят, а история о том, чтобы путник набрел на избушку под покровом глубокой ночи, здесь я ни разу не слышал. А вот лиса зимой или енотовидная собака летом могут попытаться проскользнуть через незапертую дверь. Засов задвинут, все неважное осталось снаружи. Время заняться обустройством пространства внутри. И первое, на что сразу обращаю внимание, нехватка крючков. То небольшое количество вещей, которые сегодня с собой лежат на полу. А вот сейчас их можно удобно разместить на стене. Теперь можно и сор из избы вымести. Несколько маленьких, но важных дел сделано. Тем временем за окном стало вечереть, пора готовиться ко сну. Пока кровати нет, спать буду на полу. Доски пола еще не обработаны, иногда встречаются мелкие щепки, о которые можно повредить надувной коврик. Однако шерстяной плед сможет его защитить от случайного прокола. Увлеченный процессом, я не заметил первого гостя, который здесь оказался.
неясыть. Род птиц семейства совиных. Сова – символ мудрости и знаний. Прямо из окна избушки видно. Вот ради этого все и затевалось, чтобы наблюдать за животными в естественной их среде. Я их вижу, а они меня нет и не слышат. Вечер проходит в полной тишине. Все затихло, будто перед бурей. Ни ветра, ни пения птиц, даже деревья молчат, не перешептываются кронами. Только стук моего топора слышен. Записи с фотоловушек показали, что самые частые гости в этих местах – заяц да лиса. Они регулярно здесь появляются. Их одиночные следы я видел даже у подножья горы, на которой стоит избушка. Возможно, вечером через окно смогу увидеть их вживую. Пока избушка полнится теплом печурки, я с кукса чая сажусь у окна и наблюдаю за тайгой. Потрясающий вид открывается на сумеречную долину через окно на южной стороне. Плотная стена из снега надвигается из глубины. Очевидно, что за ночь его выпадет немало, но надеюсь, что в этот раз не больше обычного. Ведь завтра утром мне нужно вернуться в дом лесника, чтобы встретиться там с Алексеем и Геннадием, и большое количество свежего снега будет не кстати. Через него крайне трудно пробиваться на нашей технике. Место для сна я выбрал напротив печки. Самый сильный жар идет через стекло дверцы, и здесь будет теплее всего. Через заднюю и боковую стенки печь излучает умеренное тепло. Ее топка изнутри выложена кирпичами. Они берут на себя самую большую часть жара от огня, а отдают его равномерными волнами. Эту избу я начал строить в середине прошлого лета. Сперва поставил сруб на берегу реки, потом перевез к подножию этой горы, а затем был самый сложный этап – поднять бревна наверх и завести сруб под крышу. Однако теперь я могу наслаждаться результатом, созерцать просторы одного из самых красивых мест, в которых я только бывал, но одновременно с этим находиться в тепле и комфорте. А главное, что этим всем я могу поделиться с близкими мне людьми. Как и ожидалось, ночь прошла спокойно. В спальнике было тепло, и я ни разу не проснулся аж до самого утра. Только перед рассветом я услышал шорохи. Они были внизу горы, под самой избой. В том месте часто кормятся лоси, и пока нет причин, чтобы думать, что это был кто-то другой. За окном забрезжил рассвет. А значит, пора собираться в дорогу. Сюда я вернусь через пару дней вместе с Алексеем и Геннадием. Больше суток здесь бушевала метель. За ней последовали морозы, благодаря которым небо стало совершенно чистым. Предстоящая ночь обещает быть не менее холодной, чем предыдущая. Да и сейчас на улице ощутимо ниже минус 20. В такую погоду печь будет работать без передышки. И сейчас самое главное сделать ее работу безопасной, ведь всего лишь один случайно выпавший из топки уголек может стать причиной крупных неприятностей. Избежать их поможет притопочный лист у печки. В холода согреваться помогает горячая пища, и сегодня Гена решил нас удивлять горячими бутербродами, приготовленными в переносной печи, работающей на дровах, маленьких дровах. А я тем временем готовлю дрова для печурки в доме.
Сегодня было ночью минус 37, второй градусик показывал минус 38. Это так хорошо на лице ощущалось, такие покалывания, мороз покусывал. Но тем не менее мы добрались сюда, путь был не быстрый, по пути проверили несколько фотоловушек, косули были, кабаны, бобер один попался. И сегодня мы здесь планируем заночевать, как будто бы потеплее будет ночь, но пока неизвестно. От печурки уже идет тепло. Можно даже уже практически снимать куртку. Гена там уже готовит обед нам. А Алексей заготавливает дрова. Я решил воспользоваться моментом. Пару минут отдохнуть. И здесь такие прекрасные виды. Свод этой печи и под футированы жаростойкими камнями. А за счет небольшого горнила, где проходит пламя от дров, температура всего за 15 минут поднимается выше 400 градусов. Она идеально подходит для блюд, которые готовятся на сильном огне. Пицца, стейки из говядины, рыба. Это был базилик. Это копченая паприка. А это дробленый перец. Всякий черный, белый, красный и кориандр. Эта избушка – самое удаленное жилище в наших краях. Она в полной мере заживет с приходом весны, когда растает снег и наступит время делать новые кормушки для зверей, забираясь все глубже в лес. Изба станет перевалочным пунктом, где можно будет сделать запас продуктов, отдохнуть с дороги и восстановить силы после трудового дня. Место возле печурки, где Гена развернул кухню, полнится запахами жареного хлеба и мяса. Так, это пусть полежит, а эту сейчас прижарим, чтобы красиво была крышечка. Пока она прижаривается, крышка будет закрываться, мы сейчас сюда натрем сыр. А после основа вновь отправляется в печь до момента, пока не расплавится сыр. Затем она накрывается поджаристой верхушкой, и блюдо готово. Поджаристый хлеб с начинкой из мяса, специй и сыра превосходно подходит для быстрого перекуса. Обустроить быт и сделать проживание комфортным помогают такие простые, но крайне полезные вещи, как древесные салфетки или губки и стружки. Для изготовления нужна небольшая ветвь лиственного дерева. С нее стесывается ножом стружка, которую затем нужно немного подсушить возле печки. И уже через пару часов такой стружкой можно очистить посуду после приема пищи. Многие избушки украшены картинами лесных обитателей, интерьеры наполнены старыми тематическими журналами про охоту и рыбалку, а иногда можно увидеть картину и самой избушки, нарисованную рукой благодарного путника за очаг и крышу над головой. Алексей в качестве холста для своего произведения выбрал высохшее на корню дерево. Да, эти места вдохновляют на творчество. У Геннадия оно проявляется в кулинарии, у Алексея в лесных зарисовках, а я пока собираю идеи для обустройства избушки. Задача сложная. В небольшом пространстве нужно организовать обеденную зону и спальное место, место для хранения вещей и припасов. Сделан набросок карандашом, и теперь по его линиям скользит лезвие стамески, оставляя неглубокую выборку. Это стамеска из набора, который я подарил Алексею на прошлый его день рождения. И сегодня, спустя ровно год, в свой день рождения, Алексей, используя этот набор, делает подарок для меня. Солнце близится к закату. Это можно понять по высоте линии света на входной двери. Чем она выше, тем ниже солнце. А перед самым заходом она поднимается почти до верха дверного проема. Дневного света еще хватает, чтобы сделать пробивку мха внутри избушки. Нужно это для того, чтобы уплотнить его между венцами. Это снизит теплопотери в будущем, а заодно станет понятно, в каких местах мох все же нужно будет добавить. Алексей заканчивает свой рисунок. Остаются последние штрихи, которые делаются угольком для придания четкого контура. Взор этого старца падает на всю долину, в том числе и на избушку. Седобородый хранитель дома на скале.
Да будет так. Пусть седобородый хранитель оберегает эти места и этот дом от недобрых помыслов и ненужных случайностей. Время готовить ужин, и Геннадий снова берется творить кулинарный шедевр. Сочный кусок мяса обжаривается на чугунной сковородке, и мне отрадно видеть, что в дело вступила печь в избе. Это первое блюдо, которое готовится в этих стенах. А стало быть, избушка все больше наполняется жизнью и начинает обрастать историями. Но чтобы такой кусок мяса остался сочным, его следует обжарить до корочки на сковородке с обеих сторон, а затем отправить запекаться в печь с каменным горнилом. Пламя практически его облизывает. Мясо напитывается дымком, а жирок при этом крайне аппетитно шкварчит. Разложив мясо по тарелкам и кусочкам хлеба, сковородку сразу, пока не застыл жирок, Алексей очищает древесной салфеткой. Небольшой пучок скатывается в плотный шарик. Теперь и можно без труда убрать остатки пищи, даже слегка подгоревшие. Сухая стружка отлично впитывает жир, а благодаря пористой структуре, такая губка хорошо собирает мелкие крошки. После использования шарики можно сложить на хранение в дровник. Они будут хорошо гореть, их можно использовать в качестве растопки при розжиге печи. Туда смотришь так мрачно, туда смотришь так забавно. Солнце уже наполовину село. Здесь рассвет, но зато горю солнце вот так вот ползает и идет кругом. Солнце опустилось за горизонт, на небе стали проступать звезды, а температура стремительно опускаться. По всем приметам, да и нашим ощущениям, ночь сегодня будет крайне холодной. Мы ожидали такой погоды, а потому смогли заблаговременно полностью подготовиться. Дрова, спальники, запас воды – все уже есть. И этот вечер мы проведем за проверкой и настройкой фотоловушек. Будем разглядывать долину через тепловизор. Вечер обещает быть длинным, но точно не скучным. Что-то вижу рядом. Копируются файлы с ловушки. Свежезаваренный кофе поможет не уснуть раньше, чем мы закончим дела. А самое главное дело – пересчитать кабанов, которые вышли этой ночью на поле. Если, друзья, вы нам поможете, мы будем за это благодарны. Этот кабан-одиночка еще с вечера, предчувствуя серьезное похолодание, начал активно искать пропитание, которое даст ему энергию и поможет справиться с морозами. И даже лису, с ее, казалось бы, густой и теплой шерстью, холода вынуждают больше двигаться в поисках добычи. Минус 38. Именно такой была температура сегодня ночью. Геннадий лег напротив печки. Всю ночь следил за тем, чтобы в ней не погас огонь. Дровишки подбрасывал 5 раз. И надо сказать, что нам эта ночь холодной не показалась. Даже несмотря на то, что фронтоны все еще закрыты только ветрозащитной тканью. Однако совсем скоро там будут установлены окна, и вот тогда можно будет в полной мере оценить, насколько ладной и теплой получилась эта изба. Ну а с вами были мы, Лесные. До новых встреч, друзья. Всем пока.